Добрый день, дорогие мои телезрители, с вами Бородач, и сегодня мы обсуждаем такую животрепещущую тему, которая интересует очень многих мужчин, это мужской стояк. У меня на канале уже есть несколько видео, ссылки на них будут или в конце видео, или внизу в описании под этим видео. Я уже про некоторые вещи снимал видосики, можете их посмотреть. А сегодня я обсуждаю такой препарат, как Cialis. Все мои рекомендации основаны только на личном опыте. Я считаю, что я имею право вам что-то рекомендовать, потому что некоторое время назад, а именно год назад, у меня были большие проблемы с этим делом, и я прошел путь от полного висяка до отличного стояка. Перепробовал я, можно сказать, все, что есть на рынке, и народные средства, и вот такие вот сильнодействующие лекарства. Правда, у меня не было никакой конкретной информации на то время. Я блуждал в потемках и вынужден был все пробовать на личном опыте. Чтобы у вас такого не было, я вот записываю серию таких видео. Итак, сегодня у меня на обзоре вот этот вот лекарственный препарат, который называется Cialis. Это фирменный препарат, стоит он серьезных денег. В данном случае у меня одна таблетка по 20 мг в фирменной упаковке. Продается в аптеках. В любую аптеку заходите. Препарат вообще, конечно, по рецептам, но у нас никаких проблем купить его без рецепта абсолютно нет. Ну что ж, посмотрим, что там внутри. Данная пачка у меня даже не вскрыта. Лежит она у меня уже довольно-таки давно, наверное, больше, чем полгода. Потому что такими сильнодействующими препаратами я уже давно не пользуюсь. Внутри у нас инструкция, естественно. И одна вот такая вот таблетка. Хрен знает какого цвета, хрен знает какой формы. В общем, одна вот такая вот таблеточка стоит сейчас около 1000 рублей. Может быть, уже даже дороже. Когда я покупал, она 1000 рублей стоила. Напишите в комментах, если знаете, сколько она стоит сейчас. Очень конские цены, но оно того стоит. Как я уже упоминал, такие таблеточки для мужской радости продаются, в общем, в любой аптеке. Отпускаются без рецепта, хотя написано, что по рецепту. Ну, в любой аптеке без рецепта вам их отлично продадут. Здесь одна таблетка по 20 мг. Есть разные упаковки, есть много таблеток по 20 мг. Есть одна таблетка по 5 мг, есть много таблеток по 5 мг. Выбирайте, что вашей душе угодно. 20 мг – это слоновья доза, которую поставят даже у покойника. 5 мг обычному более-менее здоровому человеку, если вам не 75 лет, и вы все эти 75 лет бухали, 5 мг вполне хватит. 20 мг, как говорится, и у покойников станет. Теперь, друзья мои, внимание! Прежде чем я перейду к более интересным вещам, я просто обязан сделать такое предупреждение, что этот препарат, как и другие препараты для данного действия типа Виагры, очень сильнодействующие. Там есть инструкция. Посмотрите в эту инструкцию, если у вас есть какие-то противопоказания, не пейте. Особенно не пейте сердечники, у кого проблемы с сердцем. Очень сильнодействующий препарат. Если у вас есть какие-то сердечные проблемы, можно просто двинуть кони. Обычному нормальному человеку, вот, например, мне, никаких проблем этот препарат не доставляет. Доставляет только удовольствие. Теперь немного поговорим о том, для кого нужен этот препарат. По статистике, друзья мои, 66% всех мужчин, а именно 2/3 получается, когда-либо испытывали или испытывают сейчас проблемы со своим мужским потенциалом. То есть недостаточный стояк, который их не удовлетворяет. Зачем нам это терпеть? Мы будем эти проблемы решать. Я в свою бытность таким же несчастным человеком эффективно эти проблемы решил. Чего желаю и вам. Сейчас мне абсолютно не стыдно в этом признаться, потому что сейчас у меня никаких проблем нет. Я бухал конкретно, курил по пачке сигарет в день. Из-за этого моя природа отреагировала вот так. Вот так вот она реагировать вообще никак не хотела. Поэтому я начал искать из этого выход. Какой выход я нашел, я расскажу в конце этого видео. А сегодня вот о таком вот экстренном выходе, который поможет любому мужчине, а именно препарат типа Cialis. Итак, поехали. Ну а теперь, друзья мои, обсудим, как же и сколько данный препарат принимать. Как я вам показывал, здесь вот в этой одной таблетке 20 мг тадалафила.
Бывают таблеточки по 5 мг. И как я уже упоминал, это просто слоновья доза. Если вдруг вам 70 лет, и вы при этом мертвецки пьян, и бухали при этом 50 прошедших лет круглосуточно, то как раз вот доза 20 мг это для вас. Если вы более-менее нормальный чел, у которого просто случаются небольшие иногда осечки, вот как типа было у меня, то ваша доза 1/3 вот от этой таблетки. Больше не надо. То есть данную таблеточку, от данной таблетки я откусывал 1/3 его часть, и это отлично работало. Но признаюсь, конечно, по первости я пробовал и 20 мг, целую таблетку жрать. Но это, друзья мои, было жестко. Достаточно 1/3 таблетки, по деньгам это получается уже совсем не так бьет по карману, то есть 1000 рублей делим на 3, получается 333 рубля. Это уже более-менее нормально, абсолютно приемлемо. Жрать по 1000 рублей за один раз нет никакого абсолютно смысла для обычного среднестатистического человека. И по деньгам получается довольно-таки выгодно. То есть рекомендую 1/3. Теперь о том, когда это дело пить. В инструкцию, если вы откроете вот эту инструкцию, никто, конечно, никогда инструкции не читает, но я прочитал. И там написано, что за полчаса до половой близости. То есть за полчаса, если вы знаете, что к вам придет Машка, то открываете таблеточку, глотаете 1/3 от нее, и будет вам счастье. Но совсем не обязательно за полчаса это делать, так как препарат имеет очень длительное действие, около 36 часов, а если вы сожрете таблетку целиком, то в принципе дня 3 он действие вот это вот свое продолжает, то можно выпить в принципе в любое время. Если вы выпьете и будете знать, что у вас близость будет в течение 36 часов, то есть 1,5 дней, она у вас обязательно будет, можете пить в любое время. 36 часов вот эта вот простая таблеточка действует точно, проверено многократно лично мной. Если, конечно, нужно повысить свой потенциал экстренно, то есть Машка пришла уже сейчас, то выпиваете сейчас и можете через полчаса приступать к вашим с Машкой делам. Через полчаса уже начинают данные таблеточки работать. Но, как я упоминал, совсем не обязательно. Теперь обсудим вопрос, как работает этот новомодний, очень дорогой препарат, что же он сделает с нашим агрегатом торпедным, чтобы он работал качественно. Ну, как и все другие препараты подобного типа Виагры, он работает следующим образом, то есть расслабляет сосуды, которые подходят к нашему торпедному аппарату, и позволяет аппарату лучше наливаться кровью, то есть кровь к нему приливает, и он становится вот таким вот деревянным. И в отличие от Виагры, становится деревянным он не на пару часов, а на все 36 часов. Будьте аккуратнее, если вы вдруг поплывете куда-нибудь в бассейн и увидите там полуголых плавающих Машек, то вам вот такой вот хороший стояк прямо в бассейне обеспечен. И вы, дорогие друзья, в этом бассейне будете целый час плавать, и стояк у вас не упадет. Вам придется делать какие-то экстренные вещи, щипать себя там за ляжки, еще за что-нибудь, чтобы отвлечься. Очень хорошие действия, очень продолжительные, но аккуратнее с полуголыми Машками в бассейне. Работает данный препарат, как и все другие его аналоги, только, естественно, при наличии возбуждения. Нет такого, что просто выпил таблетку, и ваш болт сразу заработал. Нет. Если нет возбуждения, если рядом с вами нет красивой женщины, то ничего не получится. Если вдруг появилась красивая женщина, у которой у вас там какие-то чувства возникли, то все получится, все будет отлично работать. Итак, друзья, обсудим вопрос, что же будет, если вдруг вы решили закинуться вот такими вот волшебными таблеточками. А будет следующее, что вы сможете развлекаться со своей Машкой ровно столько, сколько хотите. Пока у вас силы будут, силы физические, вы будете развлекаться. Пока просто не упадете. Все будет работать отлично. Вы намного быстрее просто устанете и упадете без сил, чем упадет ваш торпедный аппарат. Так что, если вы на это согласны, закидывайтесь данными волшебными таблеточками и в путь для покорения Машек. Ну ладно, друзья мои, надеюсь, вы поняли, кому это нужно пить, как это нужно пить, и для чего это нужно пить, и что после этого будет. А сейчас я хочу вам рассказать немного
о том, что я сейчас употребляю для повышения потенции. То есть вот такие вот препараты типа Viagra и Cialis я уже не употребляю с нового 2018 года. То есть уже 9 месяцев, ни разу я их не употреблял и никакой надобности в этом не ощущаю. Почему это произошло? Потому что я поменял в корне свой образ жизни. Раньше я каждый день бухал, сейчас я абсолютно не бухаю, но правда на чемпионате мира я себе немного позволил, но собственно и все. Раньше я курил по пачке в день, сейчас я абсолютно не курю, чего и вам желаю. Это очень сильно, друзья, сразу вот отмена бухачки и отмена курилки сразу очень сильно подействовала. Во-вторых, я пью обычные, в общем-то, витамины. Это спортивные витамины, спортивное питание Opti-Man. Про них я еще, наверное, сниму ролик. Напишите в комментариях, кому интересно. Дальше вот такие вот витаминки экстракт конского каштана. Копеечные средства. Стоит там рублей 30. Дальше я пью индийские вот такие вот травки ашваганда. И я пью обычный самый витамин Е. Пью я это нерегулярно, регулярно пропускаю, забиваю вот на эти все витаминки. Но, однако, здоровый, так скажем, образ жизни, что я 9 месяцев уже не курю и не бухаю, и иногда даю своему организму вот эти вот все витаминки, дают о себе знать. То есть мне вот такие вот сильнодействующие лекарственные препараты типа Viagra и Cialis уже не нужны. У меня в 35 лет, в принципе, не хуже работает торпедный аппарат, чем в 16 работал. С помощью обычных витаминов. Ничего здесь сверхъестественного нет. Можете обычным комплевитом закидываться. Я, в принципе, обычным комплевитом раньше и закидывался. Это вот недавно я приобрел вот эти вот фирменные витаминки. В общем, я думаю, про каждый вот из этих вот препаратиков я сниму в будущем небольшой ролик. Если вдруг кому-то будет это интересно, пишите в комментариях, если вам интересно, я обязательно сниму. Ну а сегодня, я думаю, прощаемся. Подписывайтесь, если вы не подписаны на мой суперканал. Пишите ваш коммент, что вы по этому поводу думаете. Ну и ставьте, конечно, лайки. Но если, конечно, не понравилось, можете дизлайк поставить, я не обижусь. Напишите коммент, почему вам не понравилось. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Еще, друзья мои, забыл. Спорт, спорт, спорт. Каждый день я занимаюсь по часу спортом. Ну, спортом это назвать, конечно, сложно. Просто хожу по парку, отжимаюсь там на лавочках, подтягиваюсь. И вот этот вот спорт дает свой результат. Результат очень-очень положительный.